Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, ребенок – это зачастую смысл жизни женщины. Если я в своей жизни преодолевала трудности и не позволяла себе сломаться, когда жизнь была похожа на ад, и единственный, кто меня удерживал на плаву, это мой ребенок. Понимая, что я еще нужна своему ребенку, я согласилась и настроила себя на борьбу, когда моя жизнь уже висела на волоске. И очень многие достижения в своей жизни я смогла осуществить именно благодаря тому, что у меня есть ребенок, и я хотела для него лучшего будущего. Я говорила и повторяюсь, что дети учатся не по нашим словам, а по нашему примеру. Мы должны жить для себя, не ради детей. Но своим примером мы должны своим детям показывать, как нужно жить. Каждый человек живет ради себя, но при этом не забывает, что, родив в этот мир новую жизнь, он несет ответственность за эту жизнь. Я вам дарила ритуалы, очень многие ритуалы, которые помогали и будут помогать вам и вашим детям. И те ритуалы, которые можно делать за них, вместо них и для них, я обозначила. Все остальное должны делать дети сами. То есть для вас дети, но уже совершеннолетние люди, просить помощи у сил, просить благополучия, просить денег, удачи и прочее. Это они должны делать сами. Но есть моменты, когда хочется, чтобы ребенок услышал тебя, хочется достучаться до своего ребенка. Есть моменты, когда хочется помочь своему ребенку, чтобы более благополучны были его дела. И в такие моменты может помочь ваша просьба к силам, к богам для своего ребенка. Я вам дарила ритуал помочь сыну, мужу, отцу, то есть мужчинам своей семьи, Вуду. Теперь я хочу подарить вам ритуал, который нужно совершить, когда вы хотите помочь своей дочери. В какие моменты этот ритуал вам поможет? Если у ребенка сложный выбор жизненный, чтобы силы открыли глаза вашей дочери, чтобы она увидела правду и сделала правильные выводы и шаги, чтобы смогла поступить в университет, чтобы услышала вас, чтобы смогла правильно себя вести в жизни, занялась собой. Иногда дети чрезмерно начинают худеть, то есть они недовольны своей внешностью, и это доходит до болезненности, что в будущем может привести к различным болезням. И как сделать так, чтобы ребенок пришел в себя, понял, что делает неправильную вещь, и остановился, то есть послушал вас. И много других моментов, когда вы хотите, чтобы у вашего ребенка получилось то, что хочет ваш ребенок, чтобы его жизнь была более благополучной, более удачливой. Начитать нужно на еду. Если вы читаете на еду, читайте 6 раз. Если вы читаете на ее рубашку, можно читать на ее рубашку, на ее фотографию, тогда вам нужно расставить 6 свечей, разложить на алтарь вещь вашего ребенка. Неважно, ребенок при вас живет или далеко находится. Положить фотографию вашего ребенка,
разжечь 6 свечей, черный воск желательно, но если нет, то можно, то есть обычный воск, в принципе, и начитать 6 раз. После того, как вы начитали, это все убирайте. Рубашку с фотографией можете вместе где-нибудь спрятать до того момента, пока у нее дела не решатся. А потом просто отдельно разложите, как обычно. На следующий день огарки свечей забираем под дерево. И красное вино. Вылейте под дерево, оставьте 6 монет, свечи, которые, то есть какую-то часть свечей, которая осталась. И со словом «откупаюсь» уходите. В скором времени дела вашего ребенка пойдут в гору. Вы можете помочь своему ребенку, когда у него фобии, страхи какие-то, когда у него на работе постоянно какие-то неурядицы. Лучше, конечно, если ваша дочь сама это сделает. Но если она ни в какую не хочет, то проведите, то есть помогите ей в этом вопросе. Но учтите, чтобы у человека жизнь была благополучной так, как хотелось бы, нужно человеку самому обращаться к этим силам, самому уважительно относиться к этим силам. Вы поможете отчасти в этой ситуации. Можно начитать на вашу маленькую дочку, которую обижают в классе, или у которой нет концентрации, плохо учится, потому что не может концентрироваться, или плохо себя ведет дома, да, в семье. Начитать, а потом с ней разговаривать, общаться. Можете провести несколько раз в месяц, собственно говоря, пока эта ситуация полностью не отрегулируется. Читать это на суахили. Опять напоминаю, что текст будет в течение нескольких дней, поэтому постоянно спрашивать, где текст и так далее, это опять меня выведет, поэтому будьте любезны, этого не делайте. Имейте терпение и ждите, пока этот текст будет выложен. Так, начнем. Объяснила, каким образом это провести и что делать. О мама миунджу, вакике, ни ми пия, ни мама, ни на кулиза, саада, бинти янгу, фунгуа, барабара, заке, мпе бахати, мама миунджу, вакике, барики, бинти янгу, наиве хивио. О мама миунджу, вакике, ними пия, ни мама, ни на кулиза, мсаада, бинти янгу, фунгуа, барабара заке, мпе бахати, мама миунджу вакике, барики, бинти янгу, наиве хивио. О мама миунджу вакике, мими пия, ни мама, ни на кулиза, мсаада, бинти янгу, фунгуа, барабара заке, мпе бахати, мама миунджу вакике, барики, бинти янгу, наиве хивио. О мама миунджу вакике, мими пия, ни мама, ни на кулиза, мсаада, бинти янгу, фунгуа, барабара заке, мпе бахати, мама миунджу вакике, барики, бинти янгу, наиве хивио. О мама миунджу вакике, мими пия, ни мама, ни на кулиза, мсаада, бинти янгу, фунгуа, барабара заке, мпе бахати, мама миунджу вакике, барики, бинти янгу, наиве хивио. 6 раз. А что и как
после делать, я вам объясняла. И перемену своего ребенка вы заметите в скором времени. Только сделайте как нужно. Сделайте как объяснено, и сделайте все правильно. И результат не заставит себя ждать. Всем удачи!